Всем привет, ребят! Записываю второе видео по боевой модернизации по елке. Там были некоторые вопросы. Также просили показать статистику на елке за свет при этой модификации. Расскажу, покажем, как поменяются показатели при той или иной модификации. Итак, давайте первое, что посмотрим. Вот это у меня модификация, которая вызвала больше всего вопросов всех, кто посмотрел первое видео. Давайте сравним с той модификацией, вот, которую я как-то на этом первом видео не акцентировал внимание, но вопросов больше всего по ней возникло. Давайте выберем вторую модификацию, которая у нас стоит. Это больше у меня стоит я выставил, это Малиновка, Прохоровка. То есть, сами понимаете, это не незаметность на просветление, это работа чисто на светляка. Это для города, больше городские карты, где... Кстати, при вот этой модификации, если вы становитесь в кусту, а вы где-то 80-90% стоите в кусту, правильно, на елке? Ну, если так, то вот эта модификация по незаметности вот почти не отличается от этой. Я имею в виду, чем? Я имею в виду, что меня с этой модификацией в кусту никто не высвечивает, только рентгеном. С вот этой модификацией. То есть разницы, что вы там вот, на ту модификацию, что вы максимально там замаскированы, что с вот этой нету. Но меня, по крайней мере, не высвечивали. Может, у вас таки что-то было. Ну, при этом, при всем, у меня экипаж весь прокачан на маскировку. У меня вся маскировка и боевое братство, тут все укачано. Видите, пятый перк там идет, все там есть. Только рентгеном, вот с этой модификацией, только рентгеном. Говорит, что такое рентген? Я видео снимал, у меня есть видео на канале, как его отображать на миникарте. Такой синий кружочек вокруг вашей техники светится. В зону, в которую въезжает техника, вас автоматически подсвечивает, какая бы у вас там маскировка не была, супер-пупер. Если хотите, посмотрите, можете включить на елочке, будет вам полезно, чтобы она стояла, видеть. Так вот, и сейчас посмотрите, вот большинство тут вот вентиль дает сколько, ну, стабилизатор, это разброса. Вот посмотрите, сейчас я переключу на вторую модификацию, вот сейчас первую прокручу, какие показатели. Вот наблюдение, кстати, обзор 478, заметьте, вот при этой модификации 478. Незаметно все посмотрели. Да, вот так вот на черный фон, вот так на темный фон где-то выведу. Так что. И вторая вот модификация. Это вторая модификация, за которую, я говорю, все топят, там писали. Вот она, да, это командирский обзор, просветленка и малошумка. Это вот все, это вот супер-пупер светляк. И теперь можете посмотреть, что изменилось по сравнению с первым. Ухудшилась тут стабилизация, разброс, урон средний ухудшился, скорость поворота там, по-моему, ухудшилась. Да, улучшилась незаметность, даже обзор ухудшился при этом, при всем. Да, и появилась, конечно, башня, это все, да. Вот. И сами можете посмотреть, я в конце еще сейчас статистику выложу при вот этой модификации, при первой. Я говорю, вот это Прохоровка, Малиновка, вторая модификация ставлю. А вот это вы можете, это больше для города, там городские карты, где больше все-таки рассчитано на боевые действия, что светить особо и некому там. Так, смотрите. Так, открываем. Так. Полевую модернизацию. Что здесь? В первом видео вот эти два слота у меня остались, я их не закрывал, не знал, что с ними делать. Смотрите, проанализировал, я пришел к выводу, все-таки решил я немножко упустить заряжанию и добавить к точности. У меня там один добавился, то есть было 34, по-моему, добавилось 33 к размеру круга. Здесь, ну давайте даже ДТХ откроем сейчас вот. Огневая мощь. Смотрите, вот 33, видите? Вот если вот это убрать, — 36 даже. Ну, то есть вот эта фишка
Не советую назад вообще ее ставить. Так, и здесь поставил я максимальной скорости назад. Да, наоборот, здесь к чему там, к размеру круга сведения, к времени заряжания. Вот я добавил времени заряжания, а здесь к максимальной скорости назад. Вот я проанализировал тоже. В основном стою у куста, разворачиваюсь в ту сторону, куда буду убегать, в ту сторону. То есть назад практически не езжу. Ну, плюс добавляется там от урона, от тарана, в общем, такие небольшие бонусы. В общем, выбрал вот такая модификация у меня. Так, сейчас покажу, где тут закрыть, покажу статистику мою, где достижения. Можете, кстати, писать, если интересно, по этому самому запишу вам видео при любой комплектации, либо первой, либо второй на любой карте, как я играю, если интересно вам, на елке. Где-то елочка моя. Записываю одним дублем, поэтому, если что, сильно не критикуйте. Так, 724 боя, 56% побед, обнаружение 3,88, уничтожено 0,83, урон нанесенный, смотрю, 1292. Ну, средний, конечно, видите, больше. Ну, можете, кстати, вот со своим сравнить. Это на первой модификации, что на первой модификации, где она? Вот эту всю статистику я показал. Вот это. Если у вас лучше, то значит и у вас вот такая модификация. Значит, для вас выбор очевиден. Значит, это все-таки лучше. Можете, кстати, написать в комментарии, у кого лучше и такая модификация. Я для себя буду знать, что это лучше. Так, ребята, вроде бы все. Может, что-то и упустил. Пока все, что хотел, наверное, рассказал. Все, ребят, всем спасибо. Пишите, если что-то, надеюсь, подсказал вам, рассказал. Все, удачки. Увидимся.